Добрый день, зрители канала. В этом видео хочу провести сравнение навески с маргонской оригинальной и минской. Замерю толщины металлов, постараюсь подробно сравнить эту навеску, плуг и окучник. Это видео будет записано с разницей, наверное, может быть, в месяц. Сейчас 9 марта, стоят морозы. Когда мне заменят навеску, наверное, уже будет потеплее. Одно из самых слабых мест – это его прицепное. Туда, куда вставляется сцепка и за что тянет мотоблок этот плуг. Он сделан, в минской навеске он сделан из обычной профильной трубы. У оригинальной смаргонской навески эта часть сделана из двух швеллеров. И здесь должны проходить сварные швы с этой и с обратной стороны. Это сразу у меня при первой работе и разорвало. Это 2-миллиметровая профильная труба размером 20 на 40 или 25 на 40. Больше похоже 25 на 40. Приварена она тоже к профильной трубе. Да, 40 на 40. Какой на толщины узнать невозможно, потому что с двух сторон она заварена. Там, опять же, наверное, двоечка металл. Возможно, это не самая слабая часть. Все равно самая слабая это в первую очередь это, а потом уже не знаю, что оно за собой потянет. Отличие от смаргонской, насколько я помню, там по фотографиям здесь установлена одна косынка у смаргонской навески. Но это мы потом посмотрим. Здесь две косынки. Две косынки. 4 миллиметра. Две косынки толщиной 4 миллиметра. То, что сотки выдает, это опять же каемочка. Поставили они две косынки, как будто это слабое место. Слабое вы видели где. Так, дальше. Металл толщиной 16 миллиметров. Смотрим сам эту часть отвальную. 3,86, 3,89. То есть даже не 4 миллиметра, как-то непонятно. Грубо 4 миллиметра она, если не могу снять ровно. 3,87 она в ней выдает. Так, идем дальше. Эта часть, я не знаю, как она называется правильно в плугах. Как для меня это косынка очередная. Вот эта часть 4 миллиметра. Эта часть металлическая. Дальше что у нас стоит здесь? Упор, усиление. Нижняя часть 7,8. Грубо 8 миллиметров, 7,8 выдает, 7,9. Короче, 8 миллиметровый, я так понимаю, сталь. Каемки я не чувствую, то есть 8 миллиметров. Меряем толщину опорной этой части. 4 миллиметра. Лемех. Замерим лемех, толщину лемеха. Толщина лемеха 4 миллиметра. Крепление такое же, наверное, как у смаргони. 5 болтов. Эта часть тоже на 2 болтах. Упор, похоже, десятка. Да, упор 10 миллиметров. В общем, по большому счету все. Измерять то есть больше нечего. Вот, наконец-то дождался я замены плуга и окучника. Как и обещал, проведу сравнение по толщинам, по комплектации и по внешнему виду. Сегодня 6 апреля. Первое, что бросается в глаза, это наличие паспортов к навесному оборудованию. И у плуга, и у окучника. Все привязано на бечевочке. Также наличие алюминиевых шильдиков, но они не приварены, не приклепаны, они приклеены на двусторонний скотч. Есть вероятность их достаточно быстро потерять. Вот, кстати, например, вот эти шильдики. Тем не менее, они есть, хоть и ненадолго сохранятся. Начнем с плуга. Что первое? Так, комплектация плуга. Добавочный лемех. Запасной лемех. В минской навеске такого не было. Здесь уже прекрасно видно, что это не профильная труба сверху, а сваренный швеллер. Паспорт. Плуг универсальный. Руководство по эксплуатации. Срок службы указывается, масса плуга и прочие элементы. Есть паспорт и хорошо. Что сразу бросается в глаза? Это бирочки, располагаются в этой части. Номеров пока я не заметил никаких. Второй момент, что бросается, это, конечно же, как я с этим столкнулся, это 2 швеллера, сваренные между собой. И все болты оцинкованные. Все болты оцинкованные и также оцинкованные гайки. В минской навеске такого не было. Там все болты были крашеные.
Вот это видно прекрасно. Сваренный между собой швеллер. В минской навеске, ну и прочих, наверное, это будет профильная труба. И толщина швеллера значительно больше. Изнутри сварено, не сварено. Ну, вообще сварка такая, тоже так себе. Полуавтоматом варили. Если говорить о качестве сварки, вызывает также сомнения. На вид так неполный провар. Неприятно удивлен для меня было. Я был убежден, что сморгоньская будет сделана на высшем уровне. Толщина швеллера. Толщина каждой из половинок швеллера 4 мм. Опять же, неизвестно, что там внутри. Профильная труба 40 на 40. Насколько видно. Так, косынка здесь усилительная одна. В Минской помню, что две. Косынка толщиной 6 мм. Дальше вот эта вот часть, она толщиной 16 мм. Да, кстати, плуг выпущен 10-21. Толщина отвала. Толщина отвала 3,9, как бы 4 мм. Толщина лемеха 5. 5,3 показывает, ну, скорее всего, ошибочно. 5 мм толщина лемеха. 5 мм. Толщина лемеха 5 мм. Задняя часть 8 мм. Сварная косынка. Вот эта часть, так, 6 мм. Вот эта часть, соединительная косынка, она 6 мм. Прут усилительный 8 мм. Ну, опорная пяточка 4 мм. Вроде бы прошелся по всему. Болты все оцинкованные, все болты имеют гравер под собой. Производим измерение окучника. Так, место соединения у нас 4 мм. То есть это обычная согнутая пластина толщиной в 4 мм. На прессе ее загнули, на гильотине или на прессе. Две пластинки, вот они из двух кусочков состоят, приварены снизу и сверху. Состоят они из двух частей по 5 мм. Как усиление. Профильная труба, она не, судя по всему, она не цельная, а сварная, состоит из двух частей. Профильная труба 40 мм. Толщина стенки. Огромная каемка у нее. Ну вот, толщина стенки у нее 4 мм. Не знаю, как она вот. Получается, профильная труба приварена к пластине. Пластина толщиной 4 мм приварена с одной стороны, со второй стороны. Сварка полуавтоматом. Это не дуговая сварка, это полуавтоматом варили. Сварка так себе. Сварка корявая. Не варил ученик явно какой-то, не профессионал. Скажу, чтобы не быть голословно. Насколько видно, не знаю. Сварка просто наложена. Такое чувство, что на рядом сварной шов насрали и все. С одной стороны сварка неплохо улеглась. Со второй стороны такое чувство, что опять же 2 человека разных варили, как будто, не знаю, короче, что происходит. Ну, сварка корявая в этом месте. Так, дальше идем. Окучники. Хомут толщиной 12 мм. Само соединение толщиной 7,8. Ну, короче, 8 мм, можно сказать, толщиной. Вот это соединение. Оно на болтах. Потом прут. Загнутый прут идет толщиной почти 25 мм. Вот этот прут толщиной 25 мм. Носики у окучников загнуты вниз. Они не зажаты, а именно заклепаны в нижней части, слегка подогнуты. Носики также имеют крепление на двух болтах. Сами носики толщиной в 5 мм. Окучника крылья. Крылья у него 3 мм толщиной. Сами крылья по 3 мм. Они крепятся к центральной части окучника. Носик крепится к этой части тоже. Сама центральная часть окучника толщиной 3 мм. Те же 3 мм. Сами шпилечки здесь 8 мм. Вот видите, вот часть эта задняя. Две профильные трубы были приварены к этой пластине, которая сделана в виде то ли ромба, то ли квадрат. Подрезка здесь есть. Как ромб, а потом подрезали. Так, задние вот эти прутики маленькие. Мне выдает 3,7, то есть это возможно за счет краски. Такое чувство, что они 3,5 мм вот эти завесы задние. И пластины регулировочные толщиной
3 миллиметра. Диапазон регулировок достаточно большой. Не знаю, насколько он эффективный, но отверстий много. Здесь какой-то, не знаю, кусок прута, 12 толщина у него миллиметров, 8 миллиметров ширина. Так, опорная пятка, 4 миллиметра толщиной. Так, ну вроде померил все. В этой пластине 4... так, а я ее саму не мерил, наверное, еще, да? Сама пластина, на которой установлены отверстия для регулировки, толщиной, ну, 4 миллиметра она с натяжечкой, там 3,9 выдает. Не знаю, минский окучник на вид выглядит вроде как добротно, но также выглядел вроде бы и плуг добротно, но хотя сразу его и, как вы видели, поломало. Так что я не знаю по поводу окучников. В Минских нету никаких номеров, никаких познавательных знаков. Что это за оборудование, неизвестно. Я считаю, что если кто-то производит какое-то оборудование, хоть какие-то познавательные знаки, номера, бирочки должно быть, чтобы знать, на кого грешить. В данном случае нету ничего. Будете, когда покупать, будете знать, как выглядит смаргонь, как выглядит не смаргонь. Теперь пройдемся по окучникам. То же самое бирочка. Бирочка открытое акционерное общество «Сморгонский агрегатный завод» ОУ 003001. Дата производства 03/22 года. Сделан в Беларуси. Алюминиевый шильдик. Наличие также паспорта. Окучник универсальный. Сморгонский агрегатный завод. Вес 20 килограмм. Что сразу бросилось в глаза. Все прижимы оцинкованные. Фиксаторы эти оцинкованные. Также оцинкована шпилька на прижиме на этом. Сами плашки здесь округлые, а там квадратные в навеске минской. Наличие шильдиков. Цвет. Кстати, цвет отличается от минской. В минской навеске он более темный. Здесь такой более яркий, кирпичный. Ближе к кирпичному. А там такой темно-бордовый, не бордовый, какой-то песочный. Ну, темный цвет. По цвету они отличаются очень. Также наличие оцинкованных болтов. Дальше пойдем по... Так, здесь, ну, не профильная труба. Ну, здесь тоже из двух половинок состоит. Толщина 4 миллиметра, 4,1, ну, 4. Профильная труба 40 миллиметров. Толщина стенки. Здесь также кромка присутствует. 4 миллиметра толщиной профильная труба. В минской навеске труба сварена из двух частей. Профильная труба сварена, точно помню, по-моему, она из двух частей, соединена между собой через пластину. Здесь труба цельная. К ней приварена, как это, но это не уголок, это швеллер. Вот эта часть, это швеллер, обрезанный с одной стороны и подрезанный с другой стороны. Здесь сварочный шов. Уже, кстати, шов сварочный лучше, чем у плуга. Присутствует провар почти полный. Вырезан под него, швеллер обрезан, и под него вырез сделан с обеих сторон. И уже представлен к профильной трубе и приварен, соответственно. Также присутствуют усилительные косынки толщиной 5 миллиметров. Две косынки толщиной 5 миллиметров. Они здесь просто приварены к части швеллера, к задней части. Кстати, вот здесь палочка, вот эта перемычка, она приварена отдельно. Это не часть швеллера. Это перемычка толщиной 4 миллиметра. Просто сверху вставлено провар, сварочный шов. И две косынки снизу и сверху также подрезаны под профильную трубу. И тоже сварочные швы, и также снизу. Но я помню так, там же я смотрел, было видно прекрасно, что здесь пластина просто вставлена и проварена с обеих сторон. В минской навеске две профильные трубы отдельные друг от друга, разрезанные. Сразу обратил внимание, это соединение, это труба. В минской навеске, это в минских окучниках, это прут. Цельнометаллический прут. Здесь труба. Труба сечением по внешнему диаметру труба 25 миллиметров, толщина стенки 5 миллиметров. А трубы, насколько я знаю, они лучше, чем пруты. Пруты гнутся. Уже плюс. Опять какая-то наклеечка. Так, что дальше? Сверху крепление 12-миллиметровая прут. Уже прут. Здесь просто металл. Не швеллер, ничего. Толщиной 8 миллиметров. С двух сторон приварен. На этом все. С этой стороны то же самое. Болты этого крепления. Не болты, а гайки. Гайки также оцинкованы и имеют гравера. Вот я не обратил на минской навеске, есть гравера или нет. Ну, может быть, на видео будет видно. Пойдем дальше. Что еще бросилось? Так, оцинкованные болты я говорил. Углы атаки у минской, по-моему, чуть-чуть ниже. Здесь они вообще не загнуты практически. Может, еле-еле что-то есть здесь в самом низу. Почти незаметно. У минской прямо отсюда несколько градусов больше
вниз загнутые окучники. На фотографии будет видно, наверное. Я также обратил внимание, что сами окучники размером чуть-чуть поменьше. Сами окучники как бы по высоте поменьше. Толщина носика 4 миллиметра. 4 миллиметра. Толщина вот этой части 3 миллиметра. У этих двух частей толщина металла 3 миллиметра. С этой стороны, по-моему, все. Но все нижнюю сейчас вот можно померить. 8 миллиметров. 8,5, ну это 8, наверное. Так, что я там еще замерял? Толщина вот этих прутиков 5 миллиметров. Этих скоб приваренных. Толщина регулировочных пластинок. Вот они округленные. 4 миллиметра. Вот этой части толщина 8 миллиметров. Вот этой части 5 миллиметров. Снизу также шпильки желтые у плуга. У плуга тоже что? То же самое, что ли? Нет. У плуга все оцинкованные, а тут оцинкованные желтые. Насколько это имеет значение, не знаю, но болты здесь снизу оцинкованные желтые, также и сверху. Регулировочный, тоже желтенький. Сами гайки, белая оцинковка. Имеется гравер и шайба. Толщина нижней части 4 миллиметра. Толщина крыльев 3 миллиметра. На этом сравнение будет окончено. Больше я не знаю, что с чем сравнивать. Надеюсь, все это прослужит достаточно долго. Был интересный момент. Мне позвонили, наверное, в конце марта, в последних числах. Объявили о том, что едет ко мне навеска, но надо доплатить 100 рублей, 3000 России по старому курсу. Я все говорю по старому, так удобнее. На мой резонный вопрос, с какой стати, потому что разница была в 6 рублей раньше, в 200 рублей России было объявлено о том, что цены подскочили и разница очень сильно увеличилась. Но ведь это же не касалось. При заказе цены были почти одинаковые. Позвонив Станиславу, конечно, я утряс этот вопрос, и Станислав сразу же пошел навстречу. После этого менеджер перезвонила, сказала, что только 6 рублей надо будет доплатить. Если бы поленился я звонить, то пришлось бы платить. Имейте в виду, то если вы будете молчать, то вы будете платить. Надо требовать, добиваться своего. Хотя бы как с этими плугами. Когда мне разорвало эту сцепку у плуга, я сразу начал искать пути решения, то есть приварить уголки, приварить то все. Все можно решить, как с той же картофелекопалкой. Все можно решить, но почему потребитель это должен решать? Это не совсем понятно. Подытожим. Отличия явные, отличия бросаются в глаза. Те, кто в первый раз столкнется с покупкой данного оборудования, вообще, то есть будут заказывать какую-то навеску, имейте в виду, что сразу бросается в глаза оцинкованные болты у плуга и очень важно швеллер, сваренный швеллер между собой в месте крепления сцепки к мотоблоку, а также наличие шильдика, но он алюминиевый, наклеенный, он может легко потеряться, наличие паспорта и добавочный запасной лемех. Лемех — это вот эта часть. Это у плуга. У окучника тоже отличий много, которые сейчас мне видны. Оцинкованные болты, цельная труба. Ну ладно, труба, может, не всем будет ясно. Ну, также наличие шильдика, наличие паспорта, оцинкованные гайки. Соединение между верхней частью и нижней, это идет не прут, а труба. Это самое, что бросается в глаза. Но самое главное, это паспорта, конечно, и шильдики. Ну и в дополнение уже все остальное. На этом моя эпопея по плугам и окучникам закончилась. Спасибо тем зрителям, которые в начале самом указали мне на явное несоответствие с маргонским оборудованию. Если бы не зрители, которые стояли на своем и говорили о том, что это не может быть смаргонь, я бы, наверное, и все бы это оставил. Но тут уже пошло дело принципа. Ненавижу, когда нас держат за лохов, втюхивая все подряд. Это очень бесит. Связываться ли вам с минской навеской, либо другой на мотоблок? Да не стоит. Не связывайтесь, только нервы себе испортите. Цена там небольшая, раньше была небольшая, даже если сейчас. Но имейте в виду, что если вы приобретете, совсем мало проработаете. Не ведитесь на поводу у таких фирм, как Автовеломото, они вам будут втюхивать, они даже как насчет меня. Она даже не то, что втюхивала, Дашка она до последнего вела это как смаргонь.
И только лишь рассчитывая на то, что я самостоятельно все буду решать, и так как не имею опыта, это могло прокатить. Конечно, это могло, все могло. Может быть, у многих людей это действительно прокатывает. Люди покупают, люди варят, усиливают, плюются, но делают. Как с той же картофеликопалкой. Можно подсверлить, можно еще что-то, смотря у кого какие проблемы. Вот я сейчас покажу вам свой огород и сколько я сумел этим плугом минским проработать. Ну, совсем слезы, там, ерунда. Только начал и тут же закончу. Вот вам будет и все отличие. Я надеюсь, что данный ролик поможет вам увидеть реальные отличия, увидеть на примере, насколько навесное оборудование других производителей хуже. В Маргоне там какие-то проблемы с отгрузкой, с загрузкой, куда они там дают, куда они все продают. Не знаю. Но хотя бы плуги-то окучники можно привезти оригинальные. Вот мне пришлось ждать полгода. С октября месяца по 6 апреля. Сегодня привез курьер плуги-окучники, забрал мои. Прикольный парень, привет ему. Если бы я не начал весь этот сыр-убор, не начал разбираться, так бы и сейчас и остался с тем, что есть. Что интересно, отвлеченно на другие темы. На сайте Автовеломото висят МРЛ шины для мотоблок. Все висят 150 рублей. Делаю через корзину интернет-заказ. Думаю, надо срочно, потому что белшина, маленькие колесики, и они не подходят для работы на земле. Я вообще не знаю, их делают, наверное, просто так, чтобы было. Либо для какого-то тихоходных каких-то работ. С фрезой то же самое. Но даже у меня есть фреза. И даже с ней постоянно двигатель упирается мордой в землю. А если брать картофеликопалку, которая и так едет по борозным, колеса едут по борозным, там, наверное, постоянно как утюг будет гладить все подряд. Есть МРЛовские колеса. Сделаю заказ через корзину. Перезванивают, нету ничего. Так а зачем вы тогда держите как позицию и пишете в наличии? Указывайте, вы почему не работаете с сайтом? Уберите позицию, сделайте нет наличия или наличие уточняете. Но зачем все это? Также и по другим моментам. Плуг заказываешь смаргонский, фотографии смаргонского плуга. Я там много, 25 фотографий на Автовеломото. Внимательно все смотрел. Все смаргонь. Привозят. Хрен там, а не смаргонь. Вот сейчас я на примере вам покажу свой огород, свое поле. Длину я его не знаю. Буду мерить шагами. Плюс-минус 5 сантиметров там будет от метра. 15 метров ширина. А вот смотрите, сколько я отработал, пытаясь перепахать землю. 1, 2, 3, 4, 5. Вот прекрасно видно. Последняя моя борозна. Не сразу заметил, что начал плуг очень сильно тонуть. Я подкручиваю сцепку, чтобы поднять нос, а он все равно тонет, буксую на месте. Сначала не понял, что такое, но потом увидел, что крепление разорвало. Вот 5 метров шириной. Я сумел только отработать от 15. Сейчас длину замерю. Вот, 48 метров. Откинуть погрешный шаг. Пускай даже 45 на 5. Вот эту площадь я сумел только перепахать этим плугом минским. И тут же он вышел из строя. Вот и имеется в виду, что пока что аналогов, в Беларуси нету. Все остальное нужно сразу дорабатывать. Смаргонские плуги люди, зрители писали. Без особых проблем работают и работают. Ничего их там не рвет, не ломает. На этом пока все. Если будут вопросы, задавайте.